Взять надо все наши теплые вещи и одеть их на себя, а также художественные материалы всевозможные, которые могут пригодиться. В частности, это бумага различная, которая может понадобиться, акварельная, крафт бумага, ватман, мелованная бумага, пенал со всякими карандашами, акварель, соответственно. Тут у меня для информации блокноты, в частности, о том, какие артифицированные объекты, какие нет, чтобы знать. Ну и берем с собой еще смартфон, чтобы по дубль-гис отслеживать, соответственно, где мы находимся, чего там мы делаем. Сегодня поедем на предзаводской, на базу Азота. Я там уже около 8 улиц артифицировал. А сегодня, возможно, что закончу эту зону. Производное от слова сертификат, но только артификат, то есть документ, который описывает некое явление в виде объекта. Да, это чисто мой личный авторский проект. Когда я его запустил в работу, в смысле начал делать, это было эксклюзивное полностью название. А потом выяснилось, что в Санкт-Петербурге проходит такой фестиваль артификация. Я написал им сообщение, что я артификацией занимаюсь. Они не ответили вообще ничего. А вообще, конечно, то есть само название оригинальное и сам проект абсолютно оригинальный, эксклюзивный. Это же называется субъективный литературный изобразительный документ на здание, что означает абсолютно мое личное отношение. Правило заключается в том, что с каждой улицы города минимум один документ, и в то же время, если на улице есть, допустим, там 50 или 40 зданий, которые, по моему мнению, подлежат артификации, то я могу и 50 зданий, соответственно, артифицировать. 1081 будет вот сегодня с начала дня. Всего будет около 2000, 1800 где-то или 1900. Вообще-то нет, сейчас я рисовать не буду. Это потому что надо сначала заложить артификат. Изначально я вообще не думал о дубль-гисах. Думаю, сам буду ходить там, смотреть адреса и все прочее. Но это так трудно. То есть в центре города практически все здания артифицированы. Весенняя, Советский проспект, Арочная, Притомская набережная, Красная, 50 лет октября, Наградская,
То есть улицы Дзержинского, то есть те, на которых есть здания, имеющие какую-то историческую архитектурную ценность, мою собственную ценность, мое представление об этом. То есть. А результат будет только на бумаге? Результат уже есть, да, не только на бумаге, уже не только на бумаге есть. Но, точнее, на бумаге, но только немножко по-другому. То есть есть открытки, к примеру. Это вот новое здание, Волгоградская улица. Это Боброва, гимназия, по-моему, лицей. Вот это памятник. Памятник кому? Не знаю. Я даже не знаю, где это. Что? Я не знала букварей на карандашах. Я иногда делаю совершенно такие вещи, которые здание само практически там уголком только или фоном. Ну, в частности, бывают красивые деревья какие-нибудь транспортные средства, техника. Или на доме, вот сам дом в принципе ничего из себя не представляет, а у него там какие-то ворота интересные. Вчера артифицировал здание на улице Морозной. Там таунхаус так называемый, типа, ну, барак. И внутрь вход, ворота, я вообще удивился, это, наверное, один из редчайших случаев в городе, чтобы ворота были сделаны в стиле модерн. Причем из каких-то водопроводных труб сделаны. Очень как бы отобран орнамент, прям как красиво сделано. Но они как бы такие непритязательные сильно, но опять же объект. Или, например, идешь, видишь на улице совершенно ничего, просто сайдинговые какие-нибудь дома, вот эти вот частные. Но при этом пейзаж открывается, например, вот на Руднике в особенности. На ту сторону смотришь, там промышленный пейзаж через эту улицу выходит. И рисуешь, как бы, соответственно, дом на переднем плане, а на дальнем плане получается пейзаж с различными трубами, конструкциями. Опять же, промзона, к примеру, она практически вся безадресная. И для того, чтобы промзону, соответственно, изобразить, надо привязаться к какому-нибудь адресу. Я беру какой-нибудь дом тут на окраине и фоном его изображаю на, соответственно, этом. То есть меня задача вообще, я занимаюсь тем, что, ну, как бы зажигает как натура. Если есть натура интересная, она должна быть вовлечена непосредственно в проект. И здесь я изгаляюсь уже с этими адресами. Но в том смысл, что есть некое правило, по которому все-таки надо делать проект. Чтобы действительно, допустим, было место артификации и адрес артификации. Если человек смотрит по дубль ГИС, например, он находит это здание и, соответственно, видит изображение. Из окна моей квартиры бывшей, из дома номер 26 по Институтской улице. Улица Институтская, 26. Это из окошка. Мне интересно, что шрифт меняется. Вот где-то там было буквально прописными написано. А если говорить о том, что, например, вообще происходит, когда я думаю об этом, это совсем другое. То же самое, как рисунок или текст. Это все интерпретация происходящего. Вы тоже своими глазами, когда смотрите или когда что-то описываете, вы совершенно художественно к этому подходите. Любой человек, он не может сказать одно и то же слово одинаково или даже вообще, в принципе, охарактеризовать какой-либо предмет одинаково, да? Соответственно, происходит вот это вот ощущение, которое со мной
то ощущение, тот отпечаток времени или места, которое происходит, я его просто в виде текста и в виде изображения вот здесь оставляю. Не сказать, что такие проекты, но подобные проекты я же делал. 12 стульев на крыльце музея я в течение 111 дней расписывал по 12 часов стулья на улице. Соответственно, на виду у всех. Ну и как бы соответственно, по ресурсу непосредственно трудовому, по работе, мне как бы это не в диковинку. Другое дело, что я не путешественник вот так вот по природе своей. Поэтому, наверное, взял себя вот в эти рамки, чтобы, во-первых, наверное, жир растрясти, во-вторых, чтобы вообще-то ввести в себя в другую род деятельности, который, в общем, совершенно мне не свойственен. И проверить себя с этой стороны. Вот вчера Воротц это изображал. И собака, но она, видимо, чья-то, но при этом гуляет без цепи. Просто вот на улице гуляет. И я сел, значит, артифицировать, и все время, ну, наверное, минут 15, пока я сидел, она меня прям вот яростно просто обгавкивала, прям вот возле меня стояла и вот так вывела меня прям вот и до. А жильцы в основном у нас пугливые. Они пугливые вот до степени того, что если, допустим, я на территорию, я же на территорию ни на чью не лезу. Если я и артифицирую, то я артифицирую где-нибудь возле дороги. И эта территория, конечно, им не принадлежит. Единственное, что их бывает напрягает, это то, что я вот в непосредственной близости от их здания и, соответственно, рисую их дом. Причем это не только жильцов напрягает иногда, а охрану. Охрану различных больниц, детских садов, каких-нибудь общественных и муниципальных учреждений, выходят, начинают со мной общаться. Чаще всего абсолютное ничто. То есть просто люди настолько боятся всего, что они вообще ничего не спрашивают. Лагерь повыли, то есть в ответственное И бывали такие случаи, что приглашали, и чай пил, там заходил, общались в частном секторе. Но сейчас все реже что-то в последнее время. Да заходите, что вам с огорода, знаете, какой план? Заходите. Ну давай попробуем. А ты электрический вез отсюда чайник, сейчас вот такой. В центральной России, Москва, ты видел же, там расцвело, говорит, все. Ну, почки там эти, ландыши, или как они, подснежники, ну, все, говорит, повылазило, говорит, а сейчас вот придавило чуть-чуть. Будьте осторожны, минус 10. Я говорю, сюда вас под 40, ну, вот тут вы были осторожней. Это же арт-йога. Это и физическое, и душевное, и духовное. Все вместе. Физически я хожу много.
каждый день. Соответственно, душевно оттопыриваюсь, а духовно я упражняюсь. И каждый день как бы вот этот цикл повторяется. Это некая профилактика, внутренняя профилактика содержания жизни вообще. Буду. А вообще, вот, собственно, это некое исследование, скорее, и оно арт-исследование. С другой стороны, оно для меня почему именно эти вещи интересны, потому что я вижу ближнюю красоту. Я, по сути, тактик. То есть мне очень интересны такие детали, там какие-нибудь замки ржавые, какие-нибудь деревяшки такие прогнившие, вот эти вот какие-то обрушившиеся там фасады. Или вообще в целом просто человеческая вот эта близость. То, что человеку важно и интересно самому, лично. Вот у этого дома были артифицированы вот эти детали. Это называется консоли. Вот так вот крупным планом было изображены вот эти консоли были. А, к примеру, на Грессе, на континенте, то есть там же есть, можно сказать, это единственные в городе скульптуры обнаженных женщин. То есть они не обнаженные, у них обнажена по одной груди. Потому что больше у нас в городе обнаженных женщин больше ни одной нет. А на артефакте это изображено в виде крупным планом. И когда я показываю этот артефакт, если не показывать адрес, то люди редко очень узнают, что это такое и где это находится. В чем, допустим, непуганный человек? Вот почему не нужно спрашивать человека, почему нужно услышать эту фразу? Потому что, когда ты его спрашиваешь, это уже направленность, это уже что-то от него хотят, это уже он говорит совершенно не то, что он думает. А здесь просто какие-то вот мимолетные вообще явления, которые как мгновения такие, как снежинки такие вот. Все разные и в то же время незаметные вот в огромной массе вот этого вот снега в сугробах. Когда же это наблюдаешь под микроскопом, вот вблизи, и скрупулезно вырисовываешь и рассматриваешь, это приобретает совсем другое вообще звучание. Назначили старшим по дому первого попавшегося на краже со взломом. Из дома вынесли скатерть и накрыли по матери стол, скамейки, все как положено. Позвали прохожего для тоста. Это же не просто событие рядовое, это такое состояние тела. Руководить умело и говорить об этом речи. Звон по бокалу ложкой и погнал Сережка. А Валерка то речь коверкал, то извил без повода, то под столом искал приму. Ну, с ним и не стали церемониться. Налетела красная конница и под белые рученьки его в протокол и в наручники. Дабы не мешал Сережке, Димке и Вовке заправлять красиво и ловко. Такие, брат, перипетии. Пока не скрутили, веселись, гуляй, пей. Не можешь тупить, тупей. Есть еще у меня вот психотипия, к примеру, проект, да, то есть если это собрать в единый календарь, допустим,
Осторожно, двери закрываются. Или персонажный календарь еще вот есть проект тот же самый. То есть он как календарь именно по числовой. То это прямо можно на каждое число практически сделать книгу. И из этого создать характеристику дня, как гороскоп некий. Понимаешь? Вот суть происходящего уловить. Не в том смысл, чтобы, например, придумать что-либо, а в том смысл, чтобы понять, что происходит в данный момент. Ну, конечно, я бы хотел, чтобы это было и коммерческой составляющей, но это очень сложно вывести на этот уровень, во-первых. Во-вторых, я думаю, что это, конечно, все равно окупится со временем. Но если нет интереса к деятельности, ну, из чего рождается интерес человеческий? Для меня лично он рождается именно из того, что, допустим, я наблюдаю какую-то красоту, которая мало кем замечена. Или она вообще просто никем не замечена в совокупности, в бесконечности вот этого раскидывания по всему городу, да? Остановка Предзаводская улица. Оказывается, правильно-то Предзаводский, а не Предзаводской. Заводский – это район, а заводской – это внутри завода. Сейчас разберемся. Так, вот ДК. Вот у нас ДК. Невьянская. Вот светлая. Вот светлая. Это светлая. Вот это за забором здание адресное. Ты его тоже не увидишь практически. Что там такое? Много чего за заборами спрятано. Ну, как мне один мальчонка здесь как раз на улице сказал. Я говорю, а кто у вас здесь главный-то вообще? Он говорит, да у нас есть, говорит, тут какую-то фамилию назвал. Он держит, говорит, район. Или кликуху какую-то назвал, или фамилию. Ну, это район держит. Есть такой. Получается, что это светлое. Да, это светлое. Это первый дом. И ТП. И ТД. Тут ничего особенного. Дом как дом. Вот практически весь предзаводской вот из таких двухэтажных домиков состоит. Встречаются элементы большой архитектуры. Например, капители, которые в общем массе незаметны, но тем не менее они есть. Вот видишь, какое тут застолье шикарное, да? Ну, для рисования я рисовать это не буду. А так вообще вот прямо культурный слой. Артификация улицы заключается в том, что нужно именно все здания осмотреть и выбрать из них, соответственно. Сад на крыше подстанции. Береза-то какая знатная там. И не одна. Светлая 7. Светлая 7.
Ну, здесь сочетание такого, во-первых, разрухи некоего исторического слоя и, опять же, какое-то промышленное здание фоном. Ну, есть некое разнообразие вот именно в этом, наверное. Характер места прослеживается. Такое в городе, ну, как бы встречается довольно редко встречается. Опять же, будка электроподстанция, она необычная. Во-первых, двухъярусная. Во-вторых, старая. Здравствуйте. Кто? А что срисовываете, кстати, если не секрет? Ну, красоту местную. Кривить душой. Вот смотри, кривить душой плохо, и равнодушие тоже плохо. Так что хорошо-то тогда вообще, извините? Тут, значит, все в грехах нас упрекают, что вот вы, значит, такие равнодушные или криводушные. А какие быть-то тогда? Время я вообще фиксирую для того, чтобы, видишь, у меня арт-йога, она состоит из нескольких слоев, в том числе из физического. Для того, чтобы поддерживать физическую форму, я набираю за день 100 баллов. Эти 100 баллов можно набрать разными способами. Ходьбой. Я планку делаю, или танцую, или физический труд какой-нибудь такой тяжелый. То есть то, что физически я оцениваю по времени. Допустим, у меня там 1 балл из ходьбы получается, это 3 минуты. Я 3 минуты ходил, у меня 1 балл набрался, а за день мне надо набрать 100. Поэтому я фиксирую по времени, сколько я ходил. Так, надо посмотреть еще по адресам. Улица Светлая. Она же кривая. Кривая может быть улица Светлая? Вполне. Почему? Ну, кривая дорожка заведет. Светлое будущее. В светлое будущее идет кривая дорожка. А по светлой дороге, кстати, приходит к чему? К темному же. Потому что свет-то в конце тоннеля, а тоннель-то темный. Получается, мы идем в сторону темного по светлой-то улице. Так? Все дома по адресам вдоль дороги.
Вон ту рыжую, ее мама так назвала. Вот эту рыжую мясорубка золотая, вот эту шмошку. Слушай, а они дворняжки? Да, они брат с сестрой. Дворняжки, да? Не породистые. И еще такая же есть. Еще третья. Они не похожие. Одна маленькая совсем, щенок. Ясно. Главное, как кошки на подоконнике сидят, смотрят. Так, Невьянская 2. Переулок Невьянский 2. Какая разруха классная. Это наши собаки, говорит. Вышли провожать ребенка. В окошко смотрят. Вообще кадры. Ну, на улице как бы все дома приблизительно одинаковые, а ну, из деталей я мало как-то изображал в проекте чего. Меня вот заинтересовала эта дверь. Такая, ну, вся в следах человеческой деятельности. Тоже не самое как бы такой, не супер интересное, но все же есть в ней свой цимус. Ну вот именно такого рода домиков, в общем-то, в городе нигде и нету. Они, вот, допустим, на проспекте Ленина, там уже другие по архитектуре. На проспекте Шахтеров таких тоже нету. А такие маленькие, вот именно, чтобы одноподъездные, они, наверное, только здесь и есть. Теперь пойдем на Троллейную. А там только не по адресу дома. О! Так тут же были деревья. Слушай, это было вот. Я весной тут был. Спилили все. А было уютно, так красиво. Да, троллейная. Ну а что значит троллейная? Вот это слово тролль возьмем за основу. Вот это здание центральное. Это школа, наверное. Как раз Павленко 1А. Вообще троллейная, это круто, да? Эльфийная и троллейная.
Это очень важно. Улица троллей. Ну, праздник троллей вообще здесь надо справлять. Дым такой знатный идет. Красота. Улица Февральская. Я хотел сделать по городу проект, ну, в смысле, внутри проекта артификации, сделать какой-нибудь альбом по месяцам. Но оказывается, что у нас нет таких, как июньская, например, или июльская. Хотя вот логично было бы, да? Например, сделать такие июньская и июльская, да, улицы? Ведь это же редкое вообще дело лето в Сибири, да? И августовской, по-моему, тоже нет. Революции не было. Точно, революции же не было. Зато майских этих, ноябрьских, октябрьских есть наряду с такими всякими индустриальными, интернациональными, вот такие вот названия, как Поперечка, например, да? Это шикарное название вообще. Красивое. Тут вот дальше улицы называются. Первый участок шахтостроя, второй участок шахтостроя. Третий участок шахтостроя. Это такая тьму таракань, я тебе скажу. Я там полазил, это мама дорогая вообще. На этом этапе закончилась артификация самого предзаводского. То есть на предзаводском 12 улиц я уже артифицировал. То есть этот район закрыт уже. К столетию города, по крайней мере, будет артифицировано уже около 800 улиц, даже больше. Чтобы полностью завершить проект, надо на это еще примерно год с лишним. И говорят, я не умею рисовать. А что значит не умею рисовать? Значит, ты просто не можешь линию провести, не можешь ручкой водить по листу. Это значит неумение рисовать. Ну, в смысле, как бы вот это мне непонятно. Вот понятно мне то, что любой человек все умеет. Он просто умеет так, как будто не умеет.